Всем доброго раннего утра. Опять у меня режим работы до утра тянется, но мне не привыкать. Итак, дорогие дамы, вы знаете, что я вообще против всяких любовных ритуалов, против ходьбы по бабкам, вернется ли Вася или нет. И я всегда говорю, что вот эти всякие заманчивые названия: гармонизация отношений, вернуть мужа. Посмотрите этот ритуал, и в течение месяца ваш муж вернется, а то и через 2 дня и так далее. Это все замануха и аферизм. Почему? Потому что по-настоящему делать ритуалы и возвращать мужчин умеет мало кто. И в основном в таких случаях эти женщины берут по результату. Именно что касаемо приворота, что касаемо возврата и так далее. Объясню. Во-первых, ведьма всегда говорит вам: если судьба убрала из вашей жизни этого человека, то не нужно его возвращать. И те, которые говорят: вот верну мужа, приворожу, надо вернуть, надо оторвать от соперницы и прочее, они к магии не имеют никакого отношения. Они мало мыслят вообще в магии. И для них это просто коммерческий ход, потому что очень много голодных баб, которые готовы и семью разбить, притащить оттуда, и смиряться с тем, что у мужа есть любовница. Я никогда не понимала это слово «соперница». Вот у меня есть соперница. Я вообще понять не могу. У меня соперниц не было и быть не может. Как только появится соперница, не будет нашего союза, не будет любви, не будет ничего. Потому что если мужчина начнет жить с другой женщиной, я не говорю об этих, знаете, похождениях, которые в основном, основное количество мужчин, да, это купленное тело на рыбалке или в сауне, или еще где-нибудь с мужчинами, не знаю. Я это считаю такой, знаете, какие-то развратные увлечения. Есть вещи, которые мужчина не может себе позволить с женой. Вот он позволяет себе с женщиной, которую даже не вспомнит. Ну, так называемый. Это другое. Но когда живет с другой женщиной, как с женой, просто живет с ней, остается у нее и так далее. То есть у него две жены, можно сказать. Потому что какая разница? Любовница, так говорят. Это любовница, это же не жена. Ну какая разница? Сегодня любовница, завтра станет женой. Знаете ли, в основном так и происходит. Так вот, я не говорю, что те женщины, которые влюбились в женатых, сделали глупость большую, они со временем понимают, что мужчина, который бросил одну семью, бросит их в том числе, они это понимают. Потом начинаются и упреки с его стороны: вот я ради тебя семью оставил и так далее, и так далее. Поэтому мой вам совет, девушки: как бы вы сильно не любили, если мужчина женатый, не лезьте туда, плюньте вообще на это дело. Найдется еще человек не хуже него, поверьте мне, и любовь приходит не один раз в жизни. Любовь может прийти и 3-4 раза. Каждый раз будет по-другому это чувство, но это будет любовь на самом деле. Пусть с ними нахрен мучаются их жены. Нефиг туда лезть вообще. Я понимаю, что не всегда мужчина виноват, не всегда мужчина несчастен, понимаете? Но в любом случае. А что касается тех действий, разбивания семьи и прочее, всякими там приворотами и отворотами. Я много встречала таких случаев, когда приходили и просили все вернуть обратно, или хотели разобраться, что не так происходит. Очень несчастные браки, несчастливые пары, понимаете? Он меняется. По сути, приворот — это все равно как вселить сущность, ну так и есть, вселяется сущность в тело. Вы получаете его тело,
А вот такого, какого вы любили, какой он был, его нету. Кроме того, привороженный мужчина, он начинает разоряться, он начинает пить, у него начинает дикая ревность, он готов топорами кидаться. Дети рождаются больные или вообще не рождаются в приворотном браке. То есть, как вам сказать, вот как понять, что мужчина приворожен? Вот у него там какая-то такая красавица-невеста была, он готов был уже жениться, все друзья знали, что это пара, и вдруг он выбирает какую-то замухрышку, серую мышь, бросает эту красавицу и вот бежит за ней, с ума сходит по ней. Это приворот. Вот они поженились, потом начинается избиение, смертным боем бьет ее, начинает пить, теряет все. Вот был спортсмен и стал никем, стал инвалидом, был бизнесмен, разорился и прочее, прочее. И, по сути, в конце они просто искалеченные судьбой, и он, и она разводятся, а то и поубивали друг друга, или кто-нибудь из них вообще умер, другой остался и так далее. Вот так и происходят привороженные браки. Ничего хорошего нет. Поэтому не стремитесь. Не надо себя унижать. Когда мне пишут, он мне так нравится, вот я бы хотела приворожить. Я говорю, зачем ворожить? Подождите, если это человек ваш по судьбе, он с вами останется. Зачем ворожить? Зачем вы ломаете ему судьбу, себе судьбу? Вот какая тупость просто, вот такая бабская. Вот взять да и приворожить. А вы понимаете, что вы всю жизнь будете жить с мыслью, что он с вами, потому что вы что-то начитали. И ведь это временно, нет приворотов вечных. Это временно, это надо подделывать каждый раз. А может, это бабка, которая помогла вам, померла. И что вы будете делать? Теперь, почему на самом деле ведьмы не берутся за это? Я вам уже сказала, они понимают, что это ломает судьбу людям. А задача ведьмы все-таки объяснить человеку и помочь ему быть счастливым, а не наоборот. Поэтому ведьма, она на это не идет. Ну, максимум, что она может сделать, это может быть, знаете, если женщина из мести пришла, вот, например, он взял, бросил там вместе с ребенком и так далее, вот приворожить, вернуть, подчинить, отобрать все и выкинуть нахрен. Вот эти мои мысли уловили очень хорошо некоторые бабы и подумали, что я такая дура, сейчас можно вот мои слова, как говорится, да, все, что сказано вами, может использоваться против вас. Тут же побежали. Ой, здравствуйте, я не хочу его вернуть, я не люблю, все закончено. Просто хотела бы отомстить. Вот он мне там, я думаю, за кого они меня принимают? Я говорю, девочки, вы правда считаете, что я такая-то не в себе? Что я не вижу, для чего ты его хочешь вернуть? Ну, прекрасно видно, для чего ты это хочешь, понимаешь? Поэтому давайте, не нужно пользоваться моими словами во вред мне, да. Итак, послушайте меня, приворотами заниматься не нужно. Приворот вам счастья не принесет. Приворотом вы счастливый брак не построите. Будет очень много боли, очень много издевательств, очень много всего. И самое главное, что я хочу вам сказать, как только вы приворожили мужчину, вы перестаете его любить. Ваша любовь умирает, а у него просыпается бешеная страсть. Он сходит с ума, он проверяет сумки, он проверяет телефоны, он может просто избить тебя, потому что ты там в окно выглянула, и, можно сказать, там любовники вот стояли, значит, сигналили и так далее, и так далее. Поэтому ваша любовь умирает, и вы получаете абсолютно пустое тело, психованного мужика, разоренного и пьющего уже. И на этом все, собственно говоря. Вот вы хотели и получили. Живет он мало, денежная у него сторона закрывается и так далее. Когда мужчина, как, вот знаете, как лев в клетке ходит по дому, вот тянет его туда и все, и он может сказать жене, ты знаешь, я ее ненавижу, я ее не люблю, но я не могу ни с кем спать, кроме нее. У меня вот не получается в сексуальном отношении ни с кем, кроме нее, и я хоть и ненавижу, но я желаю эту женщину и так далее. Есть мужчины, которые просят жену помочь, как бы, скажем так, это все закончить, очистить их и прочее. То есть они не хотят бросить семью.
И напоследок хочу вам сказать, что не вините женщин, которые увели. Да, они сделали глупость. Они не то, что преступление сделали, они сделали глупость, потому что они сломали жизнь себе в том числе. Но если бы мужчина не был склонен изменять и предавать свою семью, он бы не ушел. Он бы метался, он бы болел, ему бы стало плохо. Ко мне приходили и очищались пары. И после этого жили вместе, и жили хорошо на самом деле. У них была очень хорошая, нормальная жизнь, и поднимались, и все такое. Но никогда то есть он не уходил. Он мучился, но оставался. И просил жену убрать это, помочь ему. Уводит того мужчину, который способен предавать. Поэтому за него стоит ли бороться? Подумайте сами. Я считаю, что мужчина, ради которого надо бороться, не стоит борьбы. Тот, который достоин борьбы, никогда не позволит, чтобы ты ради него боролась. Он никогда не заставит тебя плакать, он никогда тебя не унизит. Потому что, по сути, это унизительно. Знать, что... То есть, понимаете, как за спиной смеются, говорят, о, мужик ее там с какой-то бабой живет и там остается. И, то есть все узнают, представляете, жить с таким человеком в таком униженном положении, самообманом заниматься, чтобы якобы спасти. Вот я не знаю, ничего не вижу, ничего не знаю, все это ерунда, слухи, неправда. Ну, сколько вас хватит? Вот сколько лет вы можете себя обманывать? Кроме того, ради детей, вы знаете... Детям такой пример не нужен. Дети хотят видеть честность у родителей. Вы учите детей обманывать себя, и для них это будет модель поведения, и они точно такую же семью построят. Они будут считать, что измена, грязные отношения, вранье, лицемерие в семье – это нормально. И у них будет точно такая же семья. Если это дочь, она всю жизнь будет терпеть мужчин, изменников, да, подлецов. Если это сын, он будет считать, что это нормально изменять жене, то есть вот грязно себя вести, обманывать, и это нормальная модель. У родителей же так было, и нормально, вроде жили. И вот это выражение женщин, какой-никакой, но все равно муж, или да, вот вы не терпели, а я терпела, зато у меня есть муж. Послушайте, муж – это поддержка, муж – это друг. Это человек, который тебя любит. Когда тебе плохо, он рядом с тобой. Муж – это не ходячие штаны и... извиняюсь, болтающие яйца по дому. Понимаете, мужчина и самец – разные вещи немного. Муж за мужем, то есть быть за мужем, который тебе поддержка, друг и близкий человек. Потому что, по сути, в этой жизни мы нужны, в конце концов, только тому человеку, который с нами живет. Давайте признаемся. И у детей будет своя жизнь, и родители не будут с нами жить, у них своя жизнь, и друзья, у них свои семьи, свои заботы и так далее. Мы остаемся, каждый из нас остается, в конце концов, со спутником своей жизни. Не просто так это сказано. С тем человеком, который с тобой живет, который с тобой ложится в постель, который знает все твои болезни, все твои трудности, радости, да, и так далее. Вот родной человек должен быть муж. А какой это может быть муж, который муж и тебе, и Марусе, и не знаю, еще кому-нибудь. Понимаете, это уже не муж, это уже какая-то порнуха, не знаю, это ненормальные отношения это. Мужчина должен быть твоим. Но теперь, значит, послушайте меня, еще раз скажу, что если ведьмы брались возвращать гуляющих мужей, ругали сначала жен, что зачем тебе это надо и так далее. Вот они плачут, вот, матушка, помоги, да вот ради детей, да и так далее. В основном это женщины, которые не хотят задницу поднять, сами что-то сделать, не хотят они покинуть зону комфорта. Вот им надо, чтобы, какой-никакой мужик. Ну, раз уж она так хочет, просит, умоляет, плачет, что теперь? Ей помогали. Но она брала по результату, когда муж возвращался, потому что это очень сложный вопрос, и не просто так, и, пожалуй, приворот – это один из самых сложных аспектов магии. Я почему не берусь за приворот? Потому что мне это неинтересно, понимаете? Я выросла из этого уже давным-давно. Одно время не делала приворот и возвращала мужчин. Были у меня моменты, когда я возвращала мужчин, но очень давно. Я могу по пальцам пересчитать, сколько раз я за это бралась.
Я возвращала их, но проклинала все на свете, потому что я так уставала от этого. Во-первых, энергоемкая работа. Во-вторых, вот эти ноющие самки вечно плачут. Потому что это происходит в течение 3 месяцев. В течение 3 месяцев, если он не вернулся, значит, не судьба. И всегда за такую работу нужно брать после, по результату. Всегда. Во-первых, и тебе спокойно, да, и как бы не переживаешь. То есть достанет, скажешь, да пошла ты уже нахер, достала меня своими слезами. Все, ничего не буду делать. Ты ей ничего не обязана, не должна. То есть вот в таких случаях, потому что всегда такие бабы, они вечно слезливые, плачут, ноют, воют на луну, как эти во время течки. И поэтому уже надоедает это все. И зная вот эту особенность, ведьма говорила, когда верну, тогда заплатишь. Ну, чтобы вот лишней нервотрепки не было. Это, во-первых. Во-вторых, по результату, потому что не всегда судьба позволяет вернуть мужчину. Понимаете, вот ты делаешь все, что угодно, делаешь, помогаешь. Он пришел, поговорили, снова поругались. Пришел, надоедает это все. Значит, ну не хочет эта сила возвращать. И в конце концов я для себя приняла решение, что я просто подарю женщинам, пусть они начитывают. И если хоть капля любви есть у этого человека, он придет. Потому что работы настолько сильные, что надо иметь железное просто сердце, железобетонную душу, чтобы после этого не пробиться. Эти ритуалы призывы, извиняюсь, вызывают тоску, вызывают чрезмерную просто вот эту вот нехватку любви ее и так далее. Напоминает все старые времена. Во сне она приходит. То есть воздействует всячески со всех сторон духи, которые ты отправляешь за этим человеком, и он обязательно явится. Если не является после таких работ, значит, он просто не любит. Что даже эта тоска, даже воспоминания не ёкнуло у него все. Понимаете как? Дальше. Не платите никому, не ходите никуда, не смотрите никакие там эти онлайн, не знаю, сейчас он вернется, стоит тебе посмотреть до конца. Фигня это все. Надо самой делать, самой провести и попросить. Тогда результат будет. Не платите. Они даже этого, вот то, что я вам даю, они даже этого не знают, а берутся вернуть мужей. Я просто знаю по своему опыту, когда одна супер ведьма сайта, где-то лет 7 назад, где-то так, мне написала лично. Она, наверное, думала, что я не знаю, кто она. Но я не слежу за ними, но попадаются же, понимаете? И она мне написала, что у нее там муж ушел, и она просит вернуть. Я смотрю, у нее морда знакомая. Думаю, блин, где я видела ее? Я где-то ее видела, не могу вспомнить. А потом озарение пришло. Вот я набрала там вернуть мужей и так далее, любовной магии. Выходит она, ее лицо. Она до сих пор работает. Одна из таких великих ведьм, которая только на приворотах, все привороты, все такое. Она у меня просила вернуть своего мужа. То есть я поразилась. Потом я ей пишу. Я говорю, очень интересно, что вы беретесь, ручаетесь вернуть мужчин, а сами не знаете, как это делается. Ой, нет, просто у меня там родовые, просто свои родовые я применяю. Я говорю, а можно посмотреть? Нет, я не имею права их давать. Я говорю, давай так договоримся. Ни хера ты не умеешь и не знаешь. Просто врешь и обманываешь людей. Сейчас это ходовой товар. И делаешь очень плохо. Поэтому ты лишилась своего мужа. Тебе просто сказали, это тебе предупреждение. Следующий ты можешь лишиться еще чего-нибудь, а может быть рук и ног. Ну, не знаю, послушался или нет, меня не интересует. Известная, очень известная. И часто ее показывали по ТВ, там крутили одно время, там богатый мужик был, который раскручивал, хотел через нее заработать. Видимо, слишком уж она бездарность, вообще уж действительно ни хрена не может. Поэтому кто не берет ее, раскручивает, потом оставляет. То есть, понимает, что, вообще там даже куку. Так вот, не ходите. Они сами не знают, как возвращать, а у вас берут деньги и обещают вернуть. Понимаете, зачем это надо? Вот вам бесплатные, сильные работы, основанные на очень древних знаниях, вызовов древних духов. Вот здесь вызовы духов, которых вызывали тысячелетиями, когда хотели вернуть мужчин. Вот на этой основе составленный ритуал я вам дарю. Итак,
Вам нужно будет красная алтарная ткань. Я здесь не буду делать, поскольку я просто вам показываю. Фотографии вашего милого. Значит, стакан воды, стакан, бокал, что хотите. Красная восковая свеча. Так, на подоконник ставите мед и красное вино. Полусладкое вино, возьмите хорошее вино, налейте в бокал и поставьте на подоконник. На следующий день можете это все выкинуть и вылить. Но воду надо будет вам после ритуала поставить куда-нибудь такое место, чтобы никто не достал. Эта вода должна испаряться. Вот когда она до конца испарится, он явится. В течение нескольких дней. В такое место поставьте, чтобы быстрее испарилось. И чтобы никто не пил. Естественно, вода испарится через несколько дней. Это понятное дело. Вот как будет испаряться, у него будет усиление и так далее. С водой связано и с водной стихией, и с духами. Несколько этапов здесь. В конце, когда свеча догорит, относите на следующий день 6 свечей, 6 монет, сахар. Сыпите сахар на землю, в общем, под корень дерева. Кидаете туда свечу, вот огарок свечи. Если догорит свеча до конца, ничего страшного, значит без свечи. Сахар, и сверху кидаете монеты и говорите: жду тебя и его имя. Отворачиваетесь и уходите. Значит, через несколько дней может он позвонить или явиться, но не придет, предположим. Повторите. 3, 4, 5 раз можно это сделать, пока он не явится. Далее, вода, когда высохнет, естественно, испарится, бокал можете использовать дальше. Итак, ночью, после 10 ночи, сумерки, это должна быть ночь обязательно, в одиночестве, в тишине. После 10 это означает, что в 12 можно до 3 утра, то есть до 3 ночи утра, это уже ночь и утро. К 3 часам заканчивается время темных сил. Красная свеча, красный алтарь. Еще раз, если кто-нибудь спросит, что такое алтарь, я, как обещала, напишу на лбу. Потому что наберите «алтарь, ведьмина изба». И там выходит, что такое алтарь. Уже сколько... Неужели я буду каждый день снимать и объяснять одно и то же по новой и снова? Значит, шторы закройте. Все шторы в этой комнате, где проводите. Прям закрывайте. Дальше. И начинайте свой заговор. Здесь призывы духов. Много духов. Различных сфер, которые будут за ним идти и его, возвращать. Следующее. Когда ваш мужчина вернется, вы должны откупиться на алтарь ведьмы. И еще раз говорю, откуп должен быть непростой. Ни нити, ни свечи, ни что-то такое. Нечто стоящее. И объясню почему. Потому что возврат мужчины – это затрата энергии. Если вы хотите, чтобы он остался с вами уже хотя бы на несколько лет, предположим, навечно, не буду говорить слишком высокопарные слова, но надолго, вы должны откупиться на алтарь ведьмы. Это откуп этим духом. И этим духам простые откупы не нужны. Как хотите. Хотите, не отправляйте ничего, но через некоторое время он опять уйдет. Потому что если вы духом не отдали ничего, духи вам ничего не отдадут. Вот как отдали, так и заберут. Объясняю для людей, которые не понимают, что так нужно. Есть вещи, очень сильные работы, в которых без откупа никак нельзя. И поскольку я не беру и не говорю, вот мне оплатите, я вам сделаю, я говорю, вы проведите, но откуп на алтарь. Нечто такое редкое, необычное. Не обязательно, чтобы она там стоила очень дорого, но и не примитивно простое. Сами подумайте. Или можете спросить, что именно нужно будет для алтаря. И вам скажут. Если у вас будет эта возможность, вы это отправите. Все, что угодно. Можно черное зеркало, можно змеиная шкура, можно череп какого-либо животного для работы и так далее. Потому как оно должно работать. И чем дольше оно работает на алтаре ведьмы, тем сильнее укрепляется то, что сделано, то, что вы просили. Это всегда так. Итак, начали. Асглавадон,
Азгавады. Тьма и свет, сгущайтесь, воедино собирайтесь. Как вода иссушится, так и он ко мне явится. Он, вы говорите его имя. Я здесь говорю он. Как тает воск от огня жгучего, так и ты, имя, явишься от моего слова могучего. Ярым огнем заклинаю, пламенем повелеваю, тебя к себе призываю. Геруба, Сайя, Мантфиса, соедините нас навеки вечные через мое слово, да через тайное дело. Авиэль, Зазель, Фириэль, за ним летите, его всеми дорогами ко мне ведите. Слово в дело обернется, мой милый, имя его, ко мне вернется. Истинно так, заклято. Читайте 6 раз. Читайте в полголоса, сосредоточенно и спокойно, без страха, без ничего. Это очень сильная работа. Но после того, как у вас все получится, вы должны соблюдать те условия, которые я сказала, чтобы этот мужчина снова не ушел через некоторое время. Вы его забираете откуда угодно, от соперницы, от любовницы. Ну, я напишу от любовницы, чтобы все поняли, что его возвращать. Я бы не стала возвращать от любовницы. Но если кто-то хочет это сделать, делайте. Но вы можете вернуть его не только от любовницы, вообще к себе призывать его. Но не ради игры, запомните, потому что у вас это получится. И вы должны 100 раз подумать, хотите жить с этим мужчиной или нет. Это не приворот, это призыв. Это в нем пробудить тоску, в нем освежить воспоминания, чтобы он окончательно понял, что без вас жить не может и не хочет. Может, вы поссорились, например. Понимаете, чтобы вы поняли, это не приворот. Это не насилие над его волей и душой. Вы просто у него пробуждаете тоску. Если он вас любит, он придет. Пришел, значит, любит. Значит, стоит быть с этим человеком. Значит, у него к вам есть чувство. Еще раз. Азглавадон. Азгавады. Тьма и свет. Сгущайтесь. Воедино собирайтесь. Как вода иссушится, так и он ко мне явится. Как тает воск от огня жгучего, так и ты, имя, явишься от моего слова могучего. Ярым огнем заклинаю, пламенем повелеваю, тебя к себе призываю. Геруба, Сайя, Мантфиса, соедините нас навеки вечные через мое слово, да через тайное дело. Авиэль, Зазель, Фириэль, за ним летите. Его всеми дорогами ко мне ведите. Слово в дело обернется. Мой милый, имя его, ко мне вернется. Истинно так, заклято. Для тех дам, которые спрашивают, а если нет фотографий? Нет фотографий, нечего раздвигать ножки, уважаемые женщины. Да, еще один момент. Если у вас была сексуальная постель с этим мужчиной, быстрее получится. Если просто у вас общение... Ну, может быть, он позвонит, может, пообщаетесь. Это в основном для ваших мужчин, с которыми у вас были интимные отношения, чтобы вы поняли. А те, которые говорят, а у меня нет фотографий, нечего с ними ложиться, и нечего их вызывать тогда, нечего призывать тогда. Я вообще понять не могу, как можно жить с человеком, спать с ним во всю мощь, извините меня, и при этом не знать, как его звали, настоящую фамилию, сколько ему лет, и даже фотографий не иметь. Это что такое? Секс не повод для знакомства? Уже приехали? Ну, это не тот случай. А вот если фотографий нету, нет фотографий, нечего с ним спать. Все. Еще раз. Азглавадон. Азгавады. Тьма и свет. Сгущайтесь. Воедино собирайтесь. Как вода иссушится, так и он ко мне явится. Как тает воск от огня жгучего, так и ты явишься от моего слова могучего. Ярым огнем заклинаю, пламенем повелеваю, тебя к себе призываю. Геруба, Сайя, Мантфиса, соедините нас навеки вечные, через мое слово, да через тайное дело. Авиэль, Зазель, Фириэль, за ним летите. Его всеми дорогами ко мне ведите. Слово в дело обернется, мой милый ко мне вернется. Истинно так, заклято.
6 раз прочитали, свеча догорела, фотографию спрятали, воду в бокале поставили куда-нибудь испаряться, откуп с вином и медом поставили на подоконник, легли спать. На следующий день идете, посыпали сахар, то есть сахарный песок, кинули сверху огарок свечи, если остался, 6 монет и говорите его имя, жду тебя. Обернулись и ушли. Как только ваш мужик вернулся и все хорошо у вас, вы должны откупиться от духов на алтарь ведьмы. Все. Чтобы они, получив этот откуп, действительно, в следующий раз уже снова вас послушали, если вы попросите. А на самом деле это уже долговечная связь будет, поскольку духи так решили. Всем удачи и любите верных и достойных мужчин.